потому что они будут полезны. Каждый эпизод я буду стараться рассказывать что-то новое, интересное, чтобы у вас расширялся кругозор. И смотрите всей семьей, с детьми. И сегодняшний влог мы начнем, наверное, с одной из самых главных тем. Мы будем рассказывать про серфинг, потому что мало кто знает, что на самом деле из себя представляет серфинг на начальных этапах. И, возможно, многие из вас хотели бы попробовать, но боитесь, потому что вам кажется, что это большие волны, в общем, это все опасно и страшно, но это все не совсем так, так что давайте будем вникать, и я сейчас расскажу вам, с чего все начинается. Кстати, у нас вчера был ужасный дождь, шторм всю ночь, я ужасно не выспалась, в космосе покусали комары, но мы все равно приехали сегодня заниматься и рассказывать вам, как все происходит. Начинается все не в океане, никто вас не будет на первом уроке гнать на большие волны. Все начинается с теоретического урока, где подробно рассказывают, как работает океан, куда приходят волны, как вставать на доску, технику безопасности, в общем, все сначала рассказывается вот в таком помещении. Мы, кстати, находимся сейчас в серф-школе, которая называется Good Story Surf. Это серф-школа моих друзей, они одни из первых здесь на Шри-Ланке открыли русскоязычную школу, и уже очень-очень много людей поставили на доски. А вот Космос, он вот учится играть в домино, и мы в этот раз попросили просто нашего друга, его зовут Дима, просто сидеть с Космосом, чтобы не нанимать ему не местную няню, которая будет с ним вот так в игрушке на непонятном языке, а просто парня, чтобы Космос побольше общался с мужиками. Ему нравится с мужиками, на самом деле, тусоваться. Кстати, доски тоже бывают разные, для разных волн, у них разное предназначение. Вот есть лонгборды, видите, какой он длинный, такой кругленький. А есть шортборды. Они сделаны из легкого такого материала, чтобы они при своем объеме не были очень тяжелые, но этот материал хрупкий. И когда учатся новички, у них доски могут врезаться друг в друга или врезаться в камни. И такие доски очень легко поломать, и после этого их нужно чинить. Если получится, если не получится, то они вообще будут уже непригодны для катания. Поэтому новички учатся на вот таких вот досочках, которые называются софтборды. Они из мягкого материала, это что-то типа пенопласта, я не знаю, но у них покрытие. Они тяжелые, и зато когда они врезаются, они друг друга не оставляют дырки. Они большие, потому что на большой доске легче удержать равновесие и легче разогнаться, чтобы встать на доску. И в Америке, ну вообще во всем мире, наверное, да, они популярны. Все, давай одеваться и пойдем уже. А в океане очень живучее солнце, лучи отражаются от воды, поэтому на лицо лучше мазать не обычный крем от загара, потому что он также смывается, попадает в глаза, может щипать, а вот специальный цинк. Он, конечно, выглядит не очень, но зато он не смоется водой, никуда не денется. Знаешь, почему мне нравятся еще большие доски? Потому что у меня длины руки вот так не хватает, я не могу ее так тащить. Приходится вот так вот. Доска. Это она не грязная, это она специально натерта воском, чтобы на ней было не скользко стоять, потому что многие люди, которые никогда не сталкивались с серфингом, они спрашивают, а там есть крепление для ног? Я говорю, нет, а как она держится? Ну, она никак ногами не прикреплена, она никак не держится, просто под собственным весом, и вот ее мажут воском, чтобы, ну, она была не такая скользкая. Еще очень важный элемент — это лиш. Такая веревка, которая прицепляется одним краем к доске, а вторым концом она прикрепляется к той ноге, которая у вас будет сзади. У каждого человека есть нога, которая впереди и сзади. У меня правая впереди, а вот у Тёмы левая. Да? В общем, та нога, которая сзади, на нее прикрепляется лишь, чтобы вы доску не потеряли, потому что доска не будет прикреплена, то первая же волна смоет ее, и доска уплывет к берегу, а вы останетесь в океане. Плохая ситуация, если вдруг вы окажетесь без доски, потому что если течение или сильные волны, на доске, конечно, легче выплыть, а на руках, ну, это практически может быть невозможно. Кстати, забыла сказать, я не толстая. Я не толстая, я просто жду второго малыша, и сейчас у меня 17 недель беременности. А то вы, наверное, смотрите и думаете, что я много ем, и не знаю, мерно. Вот так, собственно, выглядит первый урок. Тренируется вот так на пенке. Тренируется вставать.
Хикадувы на автобусе. Это, конечно, достаточно авантюрное мероприятие, но я очень-очень советую, если будете на Шри-Ланке, обязательно прокатитесь на местных автобусах, потому что, во-первых, это самый быстрый способ, это дешевый способ добраться куда-то, но самое главное, что это очень колоритно, там музыка, интерьер, в общем, обязательно сделайте это. Приехали в Хикадуву, собственно, зачем? Это одно из самых туристических мест на Шри-Ланке. Многие люди, кто приезжает на Шри-Ланку, они, в принципе, сразу едут на Хикадуву, останавливаются здесь в отеле и вообще больше никуда не ездят. Я начала читать про Хикадуву, оказалось, что здесь очень большой пляж, есть снорклинг, что здесь очень длинный красивый коралловый риф. И вот в этот раз мы решили приехать и весь этот пляж исследовать. Значит, дела обстоят следующим образом. Космос, не уходи далеко. Дела обстоят следующим образом. Там очень неспокойное море, приходят волны, и поэтому снорклить трудно, постоянное течение относит туда-сюда. Вода такая неспокойная, томительно. Кораллы не разноцветные, просто похожи на камни. Рыбок не очень много, вода мутная из-за того, что приходят волны. Ой, сейчас спасу ребенка. То есть, если у вас уже был опыт на Мальдивах или на Филиппинах, где спокойная, прозрачная голубая водичка, разноцветные кораллы и много разноцветных рыбок, то вам не понравится. Но если вы оказались на Шри-Ланке и в районе Хикадувы, то в принципе можно попробовать. Что делаешь? Что делаешь? Смешная прическа. Так, давай. Ты дядя? Приехали на пляж, который называется Виджая. Будете на Шри-Ланке, обязательно сюда приходите. Сейчас покажем, расскажем про него немножко. Это именно тот пляж, где появилась тарзанка и куда начали приезжать все блогеры делать фотки на тарзанке на Шри-Ланке. Но местные поняли, что людям нравится кататься на тарзанках, и теперь их открылось много. Но катание теперь платное, стоит денег. Но я думаю, ради фотографии это того стоит. Когда вы приезжаете на Виджаю, если вы пойдете налево, то есть вот сюда, вы придете на вот эту вот часть пляжа, где есть спокойная бухта, и можно покупаться с детьми. И, кстати, вот открыли тарзанку, прокатиться на ней стоит примерно 80 рублей с человека. А потом мы пойдем в другую сторону, там, где купаться нельзя, волны, течение, но зато именно там находится та красивая тарзанка, и мы хотим сделать там фоточки на закате. Дорогие друзья, сказать, что я рада, это вообще ничего не сказать, потому что наконец-то я с вами, наконец-то появилась возможность опять снимать для вас видео, и у меня для вас есть маленький сюрприз. Хочу одной из девочек подарить бьюти-бокс с моими любимыми средствами, и все, что нужно сделать для того, чтобы его получить, это написать комментарий, в котором вы расскажете о каком-нибудь событии хорошем, которое произошло этой осенью с вами. Я обязательно все комментарии прочитаю, выберу победительницу и отправлю ей свой подарок. А мы пошли купаться и снимать для вас новый классный материал.